Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака расклад на следующую неделю. Это неделя с 12 по 18 января. Давайте мы посмотрим, что же сегодня у нас получится в нашем раскладе для вас. В этот отрезок времени, какие карты вам, соответственно, выпадут. Я напоминаю, что таро-прогноз у нас по дням недели, то есть на каждый день недели мы достанем по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из дополнительной. Посмотрим, что вас, Дев, ожидает в каждый день недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Жду от вас комментарии, жду от вас отзывов, а также подписок на мой YouTube-канал, если вы еще не подписаны. Также буду очень и очень признательна. Итак, Девы, давайте посмотрим, что же вас ожидает с 12 по 18 января. Какие карты у вас, соответственно, выпадут. Итак, Девы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, интересно, очень у многих здесь выпадают почему-то на этой неделе шестерка кубков. У вас начало недели с шестерки кубков. То есть в понедельник, может быть, для вас важны будут вопросы семьи, уюта в доме, которые вы хотите организовать и как-то обеспечить. Да? Может быть, вы здесь общаетесь много в понедельник со своими близкими, своими детьми, своими внуками. Вспоминаете о прошлом, у вас какая-то здесь, может быть, ностальгическая такая ситуация, да, воспоминания о том, что было ранее. Думаете о том, как было бы хорошо вернуть те времена. Может быть, хотите вернуться куда-то, где вы были ранее, опять-таки, может быть, где вы выросли, там, в свой родной город, к примеру. Карта шестерка кубков. Давайте посмотрим, что же здесь имеется в виду. Почему шестерка кубков у Дев выпадает на понедельник, так, на 12 января. И здесь карта рыцаря мечей. То есть вы здесь готовы решительно действовать в случае, если здесь что-то касается, опять-таки, вашего, допустим, ребенка или ваших отношений, касающихся там благополучия в семье, в доме, то вы здесь готовы защищать своих близких, вы готовы здесь быть такими храбрыми, смелыми, отважными, быстро принимать решения, преодолевать какие-то трудности, касающиеся, допустим, каких-то таких домашних бытовых вопросов, защищать опять-таки своего ребенка, своих детей, не знаю, в каких-то вопросах и отстаивать их границы, их права. Возможно, у кого-то здесь общение с воздушным знаком будет актуальным, важным. Это весы, близнецы или водолеи. Поэтому и карта рыцаря мечей здесь выпадает все-таки персона именно. Может быть, у кого-то здесь возвращение такого человека в вашу жизнь, причем стремительное, он как врывается в вашу жизнь здесь по этому рыцарю мечей. То есть решительно врывается в вашу жизнь кто-то из прошлого. Тоже такое может быть. Также вы можете, кстати, как будто решительно действовать, если вы приняли решение поехать туда, где вы были ранее, где вы раньше жили, не знаю, или встретиться с кем-то из вашего прошлого. Дальше идет карта отшельника. И карта отшельника, кстати, ваша карта, Девы, соответствует вам. Возможно, во вторник вам будет о чем подумать, вам захочется побольше побыть в одиночестве, вам захочется разобраться в себе, в своих внутренних переживаниях. Также здесь может быть ситуация, где вы осознанно, добровольно от чего-то отказываетесь. Потому что, знаете, вот вам так лучше, или вы считаете, что без этого можете прожить, вам это не нужно, да, то есть отказываетесь. Кто-то от общения, кто-то от какого-то предложения, то есть отказываетесь от чего-то, что вам кажется лишним. Итак, давайте посмотрим карта отшельника, почему она выпадает Девам на вторник. Здесь карта семерка жезлов. Вы можете себя как будто отгораживать от каких-то недоброжелателей, от какой-то суеты, от каких-то лицемерных людей, может быть, от каких-то моментов, связанных с критикой, где вы
мужественно отстаиваете свои границы, отгораживаете себя такой цельнометаллической оболочкой, мол, меня это не касается, мне это не нужно, занимаетесь своими делами, своей работой, а не обращаете при этом внимания на что-то лишнее, ненужное. Опять-таки, может быть, вы здесь углубляетесь там в свою работу, к примеру, и вас не беспокоит, что там кто об этом думает. Дальше идет карта шута, карта легкости в среду, готовности к каким-то шагам, да, таким спонтанным. Может быть, вас не пугает здесь неопределенность, вы шагаете в неизвестность, опять-таки, с любопытством, с интересом. Здесь могут быть поездки. Шут — это всегда тот, кто... Это как путешественник, да, это карта, которая соответствует, нулевая карта, это в картах Таро есть так называемый, да, путь дурака, то есть начало от 0 до 21 карты старшего аркана, до карты мир, то есть путь дурака от шута, от начала, когда он делает первый шаг, и до 21 аркана, когда он завершает свое путешествие. То есть здесь как начало путешествия. Для кого-то, правда, здесь поездка, начало путешествия. Кто-то может куда-то поехать, кто-то здесь начинает что-то новое с нуля, как будто бы, как с чистого листа, с чистой страницы что-то начинает. И делает это с энтузиазмом, с такой легкостью, даже какой-то детской наивностью. Карта шут. Единственное, нужно быть осторожнее, чтобы вы не поступили как-то чересчур легкомысленно в каких-то вопросах, чтобы потом об этом не пожалели. Итак, давайте посмотрим дальше, что же здесь еще может быть у вас, девы, на среду. Карта шестерка кубков снова, то есть она очень часто все-таки выпадает, да, в двух этих колодах. Вы можете ехать куда-то, где вы были ранее. Вы можете начинать что-то с нуля с кем-то, с кем у вас раньше были отношения, как будто дать им второй шанс по шестерке кубков. Опять-таки, вы очень легки на подъем во всем, что касается встречи с вашей семьей, с вашими близкими, с тем, что касается вот в целом вот этого ощущения уюта и семьи для вас. Да, шестерка кубков — это семья, это то, что дарит вам спокойствие, это то, что как будто бы, да, не знаю, могут быть какие-то вот праздники, на которые вы едете, и, ну, может быть, вы даже там, знаете, если вы одиноки, вы можете там познакомиться с кем-то, с кем потом можете продолжить отношения, общение, то есть это как новый период, новый этап для вас может быть в этих отношениях. Давайте посмотрим дальше. Королева жезлов, огненная стихия, лев, овен, стрелец, возможно, общение с таким знаком, либо вы здесь себя таким образом ведете, как такая успешная женщина, допустим. Кстати, не обязательно про женщин речь, если смотрят мужчины. То есть это в целом про успех, про настрой на успех, про то, что вы готовы справедливо, да, относиться к окружающим, но при этом и строго, да, требовать от них какого-то выполнения обязательств, но и к себе вы при этом строги. То есть здесь такая вот бизнес-вумен, бизнес-леди, да, здесь смотрит женщина, вы проявляете себя в таком качестве, может быть, мужчина смотрит, может быть, вы общаетесь с такой женщиной здесь, кстати, по королеве жезлов. Ну, давайте посмотрим еще, что здесь для дев имеется в виду, и тут есть десятка мечей, то есть можете испытывать стресс от того, что вам приходится много здесь работать на достижение успеха. То есть вы здесь очень строги, опять-таки, к себе, можете много требовать от себя. И из-за этого, опять-таки, перегружаетесь, чувствуете себя уставшими, немножечко опустошенными, да, поэтому и такая карта на четверг. Дальше идет король пентаклей, земной знак, общение с земным знаком, как вы. Это может быть козероги или тельцы, может быть, девы, как вы. Но в целом король пентаклей, он такой очень практичный, приземленный знак, который умело управляется финансами и который умеет эти финансы правильно заработать, правильно потратить, то есть правильно инвестирует, если в этом есть необходимость. Этот король пентаклей, он очень хорошим чутьем обладает, касающимся финансов. И он очень терпеливый тоже, да, то есть он такой неспешный, вальяжный. Собственно, это те качества, которые вы здесь можете проявлять. И, возможно, если вы принимаете какое-то решение финансовое, то вы стараетесь сделать его таким вот максимально разумным. При этом королева жезлов, успех в деньгах, успех в финансах по королеве жезлов, чувство честолюбия, да, вашей какой-то гордости за то, что вы этого результата достигли и что вы заслужили этот результат, какая-то любовь к роскоши, которую вы здесь проявляете, может быть, чем-то себя сможете побаловать. Дальше идет семерка мечей, карта
возможные хитрости, с которой вы столкнетесь в субботу. Нужно быть осторожнее, чтобы никто вас не обманул, чтобы вы не столкнулись с каким-нибудь предательством или ситуация, где вы себе придумали один план действий в субботу, а все сложилось таким образом, что что-то вот как будто пошло не так, и пришлось поменять эти планы, поменять свои какие-то здесь планы, да, и, собственно, и это вряд ли отразится как-то плохо на ситуации как таковой, потому что вот девятка пентаклей, она о том, что вы можете достичь успеха. Но здесь такое, вы можете достичь успеха, если вы по семерке мечей, допустим, здесь какую-то или ложь во благо применили, или как-то вот нашли какую-то лазейку, какой-то способ, чтобы, может быть, и не совсем честно поступить, но вас это привело к успеху. Может быть, чуть-чуть схитрить, но это как будто бы вот принесло вам пользу. Ну вот не знаю даже, с чем это сравнить. То есть вот так вот, да, добиться успеха, но вот через свое видение ситуации или через то, как вы здесь поступили, соответственно. Карта двойка, дальше мечей, это карта сдерживания своих чувств, сдерживания своих эмоций. Если нужно принимать решение, вы не торопитесь в принятии решения, вы как будто бы сдерживаете снова-таки себя, возможно, делая вид, что чего-то не замечаете или не хотите замечать, ограждаете себя таким образом от каких-то действий по двойке мечей, то есть стойкие, да, неважно в чем, в отношениях, в дружбе, то есть вы не хотите с кем-то поссориться, поэтому, возможно, здесь сдерживаете себя. Двойка мечей. Хотя и очень хочется сделать какой-то шаг, но вы почему-то как будто себя специально удерживаете от этого. Давайте посмотрим, что здесь у дев, почему здесь эта карта у вас выпадает. Карта рыцаря кубков, карта водной стихии, может быть, касаемо близкого человека или любимого человека. Собственно, вы сдерживаете себя от каких-то шагов, поступков или действий, когда думаете, что у кого-то могут быть скрытые намерения, или да, как будто вы понимаете, что вы чересчур приукрашаете действительность, что все не так, как вы себе думаете. Поэтому вы сами себя удерживаете от ошибки или от какого-то момента, где вы можете как будто... Карта рыцаря кубков, как будто бы быть отрезвленными реальностью, да, то есть вы не хотите поторопить события для того, чтобы не разочароваться, потому что вам нравится находиться в состоянии вот этого рыцаря кубков, то есть в розовых очках, которые вы на себя одели. Вам не хочется здесь как-то торопить события. Карта двойка мечей, она о том, что вам, может быть, и не хочется здесь как-то разочаровать человека, с которым у вас отношения, может быть, или кому вы испытываете сильные чувства, поэтому рыцарь кубков. Или в каком-то свидании, допустим, если это начало отношений, не торопить события, чтобы они развивались своим чередом. Хотя вот вы думаете сделать дальше шаг какой-то самостоятельно или ждать шага от этого человека, от этого партнера, допустим, вашего. То есть может быть и такое. Итак, дорогие мои девы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!